Мы путешествуем на машине по Кавказу. Стартовав из Москвы по трассе Каспий, по пути посмотрели Тамбов, Волгоград и Элисту. Кавказ открыли в Калминводах. Восхитились прекрасной курортной архитектурой Пятигорска и Кисловодска. Из Кисловодска же, в котором обосновались на несколько дней, прокатились в урочище Джилысу по захватывающей дух высокогорной дороге. И к величественному Эльбрусу, где поднялись в поднебесье к языкам ледников и не тающему даже в августе снегу, попутно словив легкую горняшку. А вот что будет в этой серии? Пятигорск. Мы тебе этого не забудем. Мы будем ему мстить. Это наш великий вождь. Нарзаном уже в голове. Теренкур повышенной сложности. Здесь нас всех встречает Михаил Юрьевич Лермонтов. Больше на картофельные поля какие-то похожи. Попытка номер 3. И Аня сказала, дурдом. Вот там водичка булькает. Как будто вареное яйцо выпил. А можно вот мед взять. При подъезде сюда нет никаких указателей. В общем, туда заходишь, и там стоит горец. Куда-то вот прям в ущелье туда. Сейчас что-то как-то жизни нет. Мутен Горген. С добрым утром перевожу. Да, привет. У нас очередное, уже становящееся традиционным обращение к народу утреннее. Каждое утро мы за завтраком предвосхищаем новый день, рассказываем о том, что было вчера, если что-то было особенное. Завтрак у нас сегодня отличный. Потому что это объедки вчерашнего ужина. Шашлык, манты или манты, кто как называет, хычины и тоже манты. Почему мы так вкусно завтракаем? Потому что из вчерашнего ресторана, в котором мы были на поляне Нарзанов, мы сбежали, потому что Полина нам не дала спокойно поесть, мы ничего там, ни саму поляну не смогли поснимать, так в итоге не попили водички, мы до сих пор еще не попили водички. Ну, день вчера, конечно, для меня был очень сложный, это самый сложный день в нашем путешествии, хотя предполагалось, что это вообще кульминация, можно так сказать. Одна из. Одна из, но я даже воспринимаю как одну. То, что я не добралась до верха Эльбруса, тоже немножко расстраивает. Ну, конечно, самое главное, это, в общем-то, не это, а что с Полиной у нас все в порядке, потому что человек вчера просто закатывал глаза, отваливал голову и был в странном состоянии. Хотя, конечно, на Эльбрусе мне понравилось. Я, конечно, ходила еще, смотрела на всякие сувенирчики, но, опять же, с Полиной это было нереально, пока Андрей совершал подъем. Вот, она не давала ни на чем сосредоточиться, поэтому, к сожалению, без сувениров мы остались тоже. Без воды, без сувениров. Мы в этой решили забить на сувениры. Нам главное, знаете, пройти день без потерь, а это, кстати, очень сложно, потери постоянные. Как вы помните, мы потеряли уже Федю, фотоаппарат, соответственно. И буквально позавчера, после дождичков, в Пятигорске. Видимо, что-то у меня завелось, попало на микрофон мой внешний новый Роде, и он перестал заряжаться. Он работает, все хорошо, и вот сейчас с него пишется звук, но он практически перестал заряжаться. То есть нужно очень долго, часа 2 вокруг него плясать, там как-то вот так вот тыкать с разных зарядных устройств, по-разному втыкать. Вот сегодня, только с утра, мне удалось его подзарядить. Даже шнурочек моего телефона тоже погибает. То есть я вчера тоже полчаса танцевала, чтобы воткнуть. Ну, шнурочек – это самая простая проблема, которую можно разрешить, потому что можно купить. Но просто в совокупности ко всему сломанному уже даже страшно приближаться к технике, к любой. Ну, вообще, это такая, как мы говорим, такая экстремальная получается поездочка. Наш любимый вид отдыха, отдых на износ. Но мы не унываем. Сегодня всего лишь 9-й день. Это еще даже не экватор. Все самое интересное впереди. Поехали! Вау! Первые 1,5 часа мы колесили по Кисловодску по разным делам. В результате на видеорегистратор попали самые разные районы и улицы города, не всегда туристические, которые вы имеете возможность теперь посмотреть. А ездили мы в безуспешной попытке починить микрофон и еще искали памперсы, которые, как оказалось, продаются тут исключительно в аптеках, и то не во всех.
Приветствуем вас, леди и джентльмены, из города Кисловодск, и мы находимся около Колоннады. Мы здесь уже были несколько дней назад вечером, точнее 4 дня назад, как быстро время летит. Сегодня приехали днем. День практически пронесся мимо нас. Опять получается, что всю культурную, экскурсионную, достопримечательную программу мы начинаем достаточно поздно, потому что с утра долго собирались, потом я занимался работой, потом я пытался найти сервисный центр, в котором мне бы починили микрофончики. Никто за это не берется, по-быстрому, по крайней мере. Еще мы целый, наверное, час искали памперсы. В обычных детских магазинах, которые здесь есть, продают только одежду. Что? Выходной. И вот очередной провал. Выходной. Пятигорск. Мы тебе этого не забудем. Пятигорск. Это там был провал. Это оттуда начался провал. В общем, мы хотели еще конфеты из Нальчика. А, в субботу выходное. А в воскресенье, значит, не работает, да? Можно будет завтра с утра, с утра заехать. Мы еще до сих пор не пили воду. И поэтому первым делом мы сегодня отправляемся пить воду из Нарзанной галереи. Вот так вот выглядит колоннада при свете дня. Центральный вход. Людей сегодня много, как обычно. Фонтаны, цветочки. Надо купить картину с изображением вершины Эльбруса. И вот мы его найдем. И будем каждый день на него смотреть. Мы будем ему мстить. Здесь есть картина с изображением Эльбруса. Вот, например. Нет, микрофон еще работает, но, как часто бывало в этой поездке, я забыл его включить, растяпа. Суть моих изречений в том, что Нарзанная галерея, работающая по расписанию в определенные часы, оказалась закрыта. На этот случай работает запасной бювет, вот часы его работы. Оказалось, что тут нужно приходить со своей тарой, поэтому пришлось идти покупать стаканчики, благо они поблизости и продавались. Так, воду пить будем из бювета, так как основная Нарзанная галерея с 14 до 16 закрыта. Это я рассказываю уже в третий раз, потому что в прошлый раз я опять не включил. Нарзан сульфатный. Нет, ой, а что она так должна пахнуть? Чем пахнет? Сероводородом. Ну, мне кажется, да, вот это нормально. Это, между прочим, доломитный. Доломитный. Проба доломитного. А он чем пахнет? Доломитами? Ничем не пахнет. Ага, Альпами. Ну как? Это больше понравилось. Больше понравилось. Ну ничего так. Какой тебе больше понравился? Мне больше понравился общий, он самый безвкусный. Так смысл же во вкусе. Нет, смысл в целебных свойствах. Ты чувствуешь, как ты подлечилась? Да, я готова теперь мчаться. Да, доломитный ничем не пахнет. Осталось попробовать общий. Общий. Наверное, тот, который разливают в магазинной бутылке. Хотя это совершенно не факт. Ну да, у него вкус такой наименее выраженный. В общем, самый выраженный вкус сульфатного, но с запахом. Но мне, тем не менее, он понравился. Вот так выглядит этот бювет со стороны. А, я вас потерял. А мы нашлись. А там была эта музыка, и Полина там танцевала около салона красоты. Я предлагаю что-то закинуть все-таки. Мы сейчас гуляем в поисках какого-нибудь кафе, чтобы накормить Полину перед дальней дорогой. Кафе «Бульвар» не работает. Там кафе-бар не работает. Горячая слойка, чай, кофе с собой не работает. Венские вафли, кофе с собой не работает. При том, что на курортном бульваре, если туда дальше пройти, там жизнь кипит и все работает. Что здесь происходит, не очень понятно. Так, здесь какой-то бар, кафе «Весна». Может быть, хоть здесь что-то будет работать, но похоже. Вот хачапури какой-нибудь взять, видишь? Да, там есть что-то такое.
Представляешь, какие там Цены? цены? Ну да, сейчас посмотрим. Мне кажется, туда даже заходить страшно. В общем, мы зашли в это кафе, не побоялись. Все оказалось не так страшно. И некоторые уже приступили к трапезе. Самые маленькие гости этого города. Вкусно? Говорит вкусно. Говорит вкусно. Вот такие интерьеры здесь. Все достаточно приятно. Мы сейчас перекусываем и отправляемся гулять по парку. Ну, хотя бы до долины Роз добраться. Вот так выглядит наша хинкали. Очень аппетитно. Очень аппетитно. Сок проливается. Жалко сок. Божественно. Сок вообще супер класс. Подкрепившись, отправляемся сбрасывать калории в курортный парк, который обещали посетить в первой серии про Кисловодск. Мы планировали совершить легкий хайкинг по природной части парка. Начать можно было и от колоннады, но от каскадной лестницы, куда мы приехали, было удобнее и ближе начинать наш маршрут. Да и вообще сама по себе лестница достойна того, чтобы посмотреть на нее отдельно. Лестница – относительно недавнее сооружение, построено в 1936 году. Это прекрасный объект ландшафтной архитектуры, как и почти все строения в центре города. Является одним из символов Кисловодска. С нее открываются хорошие виды. Последняя капитальная реконструкция была в 2015-2016 годах, то есть нам лестница досталась в наилучшем виде. Ну, а венчает ее классическая ротонда. Итак, мы перекусили в кафе «Весна». Заведение оказалось чуть, именно для Кисловодска, наверное, чуть выше среднего. Но в целом приемлемо. Мы же на курорте, в отпуске. И приехали к следующей точке. Это каскадная лестница. Вы ее только что видели. Отсюда мы начинаем наш многокилометровый маршрут. Наша первая цель – долина Нарзанов. А дальше будем смотреть по ситуации. Очень красиво. За мной Полина, за мной страна. Отступать некуда. И за мной вы, подписчики. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео и подписываться на канал. Итак, забрались на каскадную лестницу. И отсюда потихоньку движемся в сторону Теренкуров. Ну и где тут информация? Тут нужно рассказать, что с информацией в Кисловодске, в частности относительно парка, ее очень немного. Именно полезной с точки зрения, как подъехать, где какая парковка, куда можно, какие оптимальные маршруты, там, да, то есть какие-то продумать маршруты там, на один день, без того, чтобы убиваться. Понятно, что от колоннады идти дальше всего, потому что это самый отдаленный вход. И первым делом я отправился в визит-центр. Когда я туда пришел, там сидели, скучали две девушки, двери были закрыты, никого больше не было. Я говорю, где получить справочную информацию? Мне говорят, какую справочную информацию? Вы зачем вообще сюда пришли? Нет, девушки оказались любезны, все мне помогли, но карта, которую, кстати, где она? Карта-путеводитель по парку. Она платная, 100 рублей. Ну, правда, достаточно неплохого качества. Вот такая карта. А, то есть это красный камень. Наверное, да. Да, смотри там. Это наш великий вождь Владимир Ильич Ленин. Слушай, он что, 54 года умер? Да. Он таким молодым умер? Ты не знала? Боже, вот оно, поколение 80-х. Нет, то он мне просто казался, что он такой дыряхлый был. Дыряхлый? Дыряхлый. Да нет, кстати, вроде не такой уж и дыряхлый. Так, в общем, девушки сказали, что не беспокойтесь, когда я сказал вам, что информации недостаточно для построения маршрутов, куда отправиться и все прочее, они говорят, не переживайте, вы приедете в парк, там указатель на указатель, указателем погоняет. Скажу вам, я еще ни одного указателя не увидел. Тут поправочка. Аня мне сказала, что когда я вам рассказывал про нашу цель, я сказал, что мы идем к долине Нарзанов. Это, конечно же, ошибка. Просто Нарзаны уже в голове и вообще везде. А мы на самом деле идем к
к долине роз, конечно же. Здесь уже, кстати, пахнет хвоей. Дорога резко превратилась в грунтовочку. Ой, там тоже красиво. А вот то, что я так и ожидал, вот эти кипарисы. Это ж кипарисы? Ну, или туи. Или туи. Вот я ждал этих деревьев. Они у меня вот и ассоциируются с курортом. А впереди какие-то... А, это орлы. А тут где-то орел, по-моему, был. А вот он, смотри. Где? Вот, видишь? Вот. 22 или 23. Вот здесь? А, вот это 22. 22 группа скал, красные камни, скульптура орел. Это все под одним. О, отлично. Красные камни – это останцы краснобурого песчаника. Только что мы видели их на мемориале Ленину. А на этих скалах установили скульптуру орла, символа кавказских минеральных вод. Наконец-то первый указатель. Номер Теренкурной станции 15, высота над уровнем моря 910, подъем 1 метр. От Нарзанной галереи 1,5 километра. Теренкур повышенной сложности. А здесь попался более информативный стенд. До долины роз всего 800 метров. Там же храм воздуха, нижняя станция канатной дороги. О, Аня, кстати, стала самым рьяным изучателем карты. Как-то незаметно. Да, но мне нравится понимать, куда мы идем. Теренкуры – это пешеходные тропы, предназначенные для лечебной ходьбы. На них строго дозировано расстояние, угол наклона и высота над уровнем моря. А это скалы серые камни, останцы желто-серого песчаника. Звезду и надпись «Героям, погибшим в февральском восстании в Австрии» в 1934 году сделали австрийские рабочие из боевой организации «Шуцбунд». Ну, а наше веселое семейство приближается к первой цели похода. Приближаемся к долине роз. До нее осталось 350 метров. Идется легко, прогулочным шагом. Аня все время восхищается. Очень хороший парк. Очень хороший воздух. Очень хороший парк. Вот там проходит Теренкур номер 3. Он уходит дальше. А мы срезали и вышли к смотровой на долину роз. И посмотрите, здесь уже открывается панорама. Здесь уже какая-то высота. Мы поднялись где-то на 50 метров, наверное, 40-50 метров от входа. И вот, кстати, висит неработающая канатка. Обустроенная смотровая на долину роз появилась буквально несколько лет назад, а сама долина не намногим раньше, в середине 1970-х годов. По моему мнению, вид на долину сверху более привлекательный, чем снизу. Но это нормально, так часто бывает. Что касается канатной дороги, на которой мы, конечно же, хотели прокатиться, то в 2020-м ее закрыли на ремонт. Возобновить работу она должна в апреле 2021 года. Мы перешли на серпантин. Вот он. Народ действительно подрассосался. Конечно, еще есть, но просто раз в 10 меньше стало людей. И это очень хорошо. Мы любим, когда поменьше людей. Само понятие Теренкура как оздоровительной ходьбы появилось в Германии во второй половине 19 века. Первый Теренкур в России появился как раз в Кисловодске в 1901 году. Сегодня здесь проложено 6 маршрутов различной сложности, длиной от 1700 до 6000 метров, общей протяженностью более 24 километров. Теренкуры также есть и в других городах Кавминвод – в Пятигорске, Железноводске и Ессентуках. Также они встречаются и в некоторых других городах России, где есть подходящий естественный природный ландшафт. Большей частью на Кавказе, но также есть и на Байкале и даже в Саратове. Наш маршрут в основном пролегал по Теренкурам 2 и 3 средней и высокой сложности. Но захватили мы лишь небольшую их часть. У нас была конкретная цель – подняться на одну из вершин Женальского хребта, а именно на гору Красное Солнышко. А каким именно путем туда подняться, для нас было делом вторым. Остаются считанные метры до маленького покорения маленькой, но гордой вершины. Вот мы и на горе Красное Солнышко. Здесь заканчивается маршрут Теренкура номер 2, а Теренкур номер 3 уходит выше, к беседке Семи ветров. На Красном Солнышке находится одна из панорамных смотровых площадок на значительную часть парка.
Название гора получила из-за прекрасного вида, открывающегося с нее на рассвете. Наслаждается панорамами и Лермонтов, памятник которому установлен здесь же. Задумчиво смотрит он на Эльбрус, который в хорошую погоду должно быть отсюда видно, но от нас он по-прежнему продолжает прятаться. Мы прошли и увидели лишь совсем немного из огромной территории в 966 гектаров. Это крупнейший городской парк Европы. Многочисленные пешеходные маршруты простираются дальше, далеко вглубь холмов и лесов, которые вы сейчас видите, приводя еще ко многим природным и рукотворным достопримечательностям. Вообще, по моему мнению, курортный парк – это самое крутое, что есть в Кисловодске. Чтобы изучить его весь, понадобится не один день. А огромное разнообразие флоры и фауны делают его уникальным памятником ландшафтной архитектуры с хорошей инфраструктурой для комфортных прогулок и отдыха. Не зря Кисловодскому парку в 2016 году был присвоен статус национального. Ну вот мы и добрались до горы. Здесь нас всех встречает Михаил Юрьевич Лермонтов и толпы желающих с ним сфотографироваться. Ну, мы не исключение, безусловно. 1065 метров высота над уровнем моря. Небо затянуло, но дождичка, слава богу, пока что нет. Тишина, покой. Природа замерла. Ни малейшего ветерка. А еще чуть выше, на той вот горе, находится беседка 7 ветров. И, в принципе, туда тоже можно было бы подняться. Но сейчас уже 6 часов, через час опустятся сумерки, и через 1,5 часа уже стемнеет. Поэтому мы пойдем обратно, может быть, немножко другими тропами. Ну и канатная дорога, которая проходит как раз здесь вдоль. И вот там видна кабинка вдалеке. Она как раз поднимается к станции Олимпийский комплекс. И оттуда уже очень легко дойти до этой беседки 7 ветров. Вот так выглядит наша мать с Полиной. Ты первый раз несешь? Наверное, да. Не считая квартиру. Ну, очень гармонично. Мне кажется, дальше так и будет дело происходить. Ну вот, наконец-то отец освободился. Отец освобожденный. Весь груз перевален на плечи матери. Очень ценный груз. Алина, тебе нравится? Да. Вот. В общем, здесь прекрасно. Такой наш вывод. Тропа, если идти без нагрузки, она вообще не сложная. Вот, она не просто не сложная, она вот легкотня, согласись? Конечно. Вот, то есть я не знаю, почему этот Теренкур называется повышенной сложности. Нет, но если, может быть, у людей какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, наверное, эта тропа сложновата. И плюс, может быть, если какое-нибудь давление, там, может быть, сердечные проблемы, тогда может быть, что, правда, ну, как бы нагрузка же все равно есть, подъем. А так, как бы, если в целом все ок, то и тропа вообще ок. Кстати, Полина укладывается спать. А потому что она же вспомнила эти ритмы, она же, когда в животе была, вот эти мои шаги, она очень хорошо знает, они ее успокаивают. Поэтому, соответственно, когда я иду, она, наверное, себя сейчас ощущает как будто в животе. Да, просто мы ее уже задолбали, и это, мне кажется, главная причина. Но почему нельзя? Но безусловно, один из факторов романтический. Очень романтический, да. А вообще наше пребывание в Кисловодске заканчивается. Безусловно, вы нам напишите много комментариев, что мы не съездили на Медовые водопады и что-то еще. Я много всего читал, конечно же. Я понимаю, что мы не выполнили там даже 10% программы. Ну, так уж получилось. Кисловодск был выбран как место базовая, скажем так, для радиальных выездов, то есть дорога Джилысу, Эльбрус, Пятигорск. Вот, это уже 3 из 5 полноценных дней. Тем не менее, впечатление Кисловодске мы составили, город нам понравился. И действительно есть желание, вот не в каждый город есть такое желание, но вот именно в Кисловодске есть желание приехать снова и все изучить поподробнее. Да. Вопрос, как это сделать без Полины. Бабушка, привет! Марина Андреевна, на вас возлагаются огромные надежды.
На обратном пути через аллею величественных туй спустились в долину роз, чтобы посмотреть на нее поближе. На сегодняшний день здесь выращивается более 30 сортов роз. Цветение их продолжается с июня по сентябрь, пик приходится на июль. Однако, если честно, какого-то вау-эффекта это место не произвело. Как я и сказал ранее в этом видео, виды сверху определенно лучше. Вот мы пришли в долину роз. А что-то как-то не густо, да? Как-то куценько. Больше половины роз вообще нету. Обрезали, в смысле растащили на отростки. Да, вот это больше на картофельные поля какие-то похожи. Вот как будто это приусадебные участки. Их просто поделили между жителями Кисловодска. Каждому дали по квадратику. Хо-хо-хо! Программа Кисловодска выполнена! Добрый вечер. Мы завершаем наше пребывание в Кисловодске. И как так получается, что мы наши вечерние трапезы практически никогда не снимаем, потому что силы уже на это не остается. Все утреннее обращение у нас к народу происходит. А трапезы наши выглядят вот приблизительно вот так. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Пельмени – это редкость скорее. Аня тут обычно что-то вкусненькое кашеварит, у нас какая-нибудь нарезочка, салатики. В общем, все у нас очень хорошо. И мы слегка даем себе возможность, как бы это сказать, употребить. Это успокоительное. Успокоительное. На ночь. На ночь. Вот, а попробуем мы сегодня коньяк Просковейский или Просковейский. Вот, у нас тут уже вовсю кормление идет. Это Ставропольский, из Ставропольского края, из Буденновский район. Почему-то, на удивление, не нашли никаких спиртных напитков непосредственно вот отсюда. Может быть, вино какое-то есть, но вот коньяков, крепких напитков никаких нет. За вас, потому что все практически ради вас. Вся наша работа над видео, контентом и так далее. Спасибо. И спокойной ночи. Привет! С добрым утром! Вот и пролетели 6 дней в городе Кисловодск. Оля, не трогай там. Как-то незаметно, да? Вообще... 6 ночей, да. Точнее. 5 полных дней и по чуть-чуть по бокам. Кстати, коньяк... Не очень. Не очень, да. Мы до этого пили Кёнигсберг. Старый Кёнигсберг. Гораздо лучше. Сейчас 10 утра. Начало 11-го, мы практически собрались, сейчас завтракаем и выдвигаемся на следующую точку. Мы едем в холода. Попытайтесь угадать, куда мы едем, где будет становиться все холоднее и холоднее. При том, что мы продвигаемся на юг. Сегодня утром, в 8 утра, температура там была плюс 6, по ощущениям плюс 3. В общем, все как Аня любит. Вот такое сегодня наше краткое обращение к народу. Продолжайте оставаться с нами, ставить лайки, писать комментарии, делать репосты, обязательно делать репосты. А мы едем дальше. Поехали! Вот дом, в котором мы жили. Улица Римгорская. Практически окраина города. Но
До центра здесь буквально 5 минут. И на машине не проблема. Вот здесь такая прекрасная детская площадка. Это было отличное времяпрепровождение, но даже, может быть, не совсем правильное слово. В общем, мне здесь очень-очень понравилось и очень-очень хочется вернуться. Но, кстати, и в Пятигорск я бы тоже вернулась. То есть я бы, может быть, если нам выпадет такой случай в следующий раз, то я бы часть времени прожила бы здесь, а вторую часть в Пятигорске. Вот. Это ты еще не видела Ессентуки. Как ты не видела? Видела. Ну так, по краешку. Ну, что хотел сказать. Сейчас 12 часов. Учитывая, что мы сегодня вытаскивали все, собирались, можно сказать, с нуля, я считаю, что это очень хорошее время. И у нас еще остается даже часик-полтора на то, чтобы сгонять в центр. Еще раз попить водички уже из непосредственно Нарзанной галереи. Еще мы хотим попробовать конфеты из Нальчика. Они здесь почему-то считаются таким брендом. Ну, отправляемся. Ну что ж, вот мы опять у колоннады и опять у Нарзанной галереи. Попытка номер 3 зайти в эту Нарзанную галерею. Здесь обязательно нужно надевать маски. Если у вас нет маски, вам ее там продадут за 15 рублей. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, уже никакие маски будут не нужны. Вот есть одноразовые стаканы, будем? Давай возьмем. Здесь такой легкий и сумасшедший дом. О, и Аня сказала, дурдом. Потому что вообще, в моем понимании, пить воду это спокойно, размеренно. Тут какой-то вообще. Вот там водичка булькает. Немножко справочной информации. На самом деле ничего нового не будет, потому что те же самые 3 вида воды, которые мы попробовали вчера. Пойдем уже попьем. Он здесь меньше пахнет сероводородом. Попробуй теплый. Тебе понравился? Попробуй теплый. Так, капелюшечку. О, вот сейчас реально как будто вареное яйцо выпил, да? Чувствую, как лечусь. От чего? От всех недугов. Ничего, это поприятнее. Теплый, это не значит, что он горячий, он просто едва тепленький. Медицинский прогноз погоды. Сегодня 21:18. А общего теплого, кстати, нету. Последний, который есть, это сульфатный холодный. А здесь нас встречает такая стена, но мы можем заглянуть туда. Что вы там видите? Я не знаю. Надеюсь, вы что-то увидели. Я пока ничего. Вот, на самом деле там просто пустой зал, и никого нету. Вот. Ну, что сказать про архитектуру. Большой, просторный, светлый зал. Вот и все, что можно сказать про архитектуру. И про воду. На этом, я считаю, программа оздоровления кислыми водами выполнена. Иду к Ане и покидаю это царство вод. Храм воды, храм минеральной воды. Мы зашли в кафе «Весна», в котором были вчера. Опять там попытались покормить Полину, но Полина сегодня неуправляема, есть не хочет, ничего не хочет, все не нравится. Вот. Ну, в общем, через день где-то все повторяется. День получше, день похуже. Вот, а мы идем покупать конфеты из города Нальчик. А что ты узнала про конфеты из Нальчика? Ну, особо ничего, они реально здесь пользуются популярностью, потому что вроде как вкусные. Но отзывы я читала, нравятся не всем. Вот, есть наборы, как ты и говорил, есть даже набор «Эльбрус» называется.
Кавказ с любовью. Вот можно такой маме взять, кстати. Такой? Ну, вот такого, да. А можно вот мед взять. Сувенирные досточки, магнитики. Что здесь еще есть? Варенье. Очень маленький магазинчик, не развернуться. Мед, опять же. Мед. Это все мед. И очень много чая. Горного чая. Омолаживающий. Вот что нам нужно. Пряности. Специи. Приправы. А это можно прямо отсюда взять, да? Да. Сколько у вас тут всего интересного. Да, люди говорят, заходим и все. И не выходим. Донбасский, Кисловодский и при Эльбрусе. Здесь чай, ну здесь 15 пакетиков, знаете, вот, ну вот такие. Здесь. И это пакетики. Вот на подарок. И тем более, здравствуйте, сейчас, одну секундочку. И по 50 рублей. Есть по 100 рублей, здесь 35 пакетиков. Но чай обалденный. Ну вот я имею в виду, вот такой травяной это чай. Ладно, мы, наверное, чай пока не будем. Просто Сейчас, да, спасибо, что вы подсказали. Это просто, вот они еще. Вот это пастила. Добыча. Значит, у нас 3 вида конфет. Взяли, значит, набор меда, кавказские специи, 2 вида. И конфет еще по линии набрали, какой-то пастилы. Все это на 1900 рублей. Так, теперь у нас остался последний пункт программы «Шнурок для Ани». И двигаемся дальше. Итак, мы покидаем Кисловодск. Все долго и мучительно мы купили Ане шнурочек, заправились до полного бака, и программа выполнена на 100%. Теперь мы можем ехать к нашей следующей точке. До нее нам ехать 150 километров, чуть менее 3 часов. И буквально через час нас ожидает смотровая площадка прямо по пути. И я надеюсь, что это будут бомбические виды. А вот и Кисловодск пока. До свидания, Кисловодск. Нет, мы на самом деле будем скучать. Теперь едем. Все время прямо. Дорога из Кисловодска еще немного проходит по Ставрополю. Вскоре, продолжая движение вдоль уже знакомых нам отрогов Баргустанского хребта, въезжаем в Карачаево-Черкесию. Здесь нам предстоит провести несколько следующих дней. Один за другим проезжаем села Красный Курган, Джага, Учки-Кен, Первомайская, и после Терезе начинаем плавный подъем в горы. Качество дороги здесь резко портится. Видно, что капитальный ремонт давно не делался. Частично ямы на дороге хотя бы залатаны, но есть участки, где приходится активно маневрировать, чтобы не остаться без колес. А сама дорога довольно живописная. Вокруг зеленые холмы, леса и очень много продавцов меда. В какой-то момент в глаза бросаются бугельные подъемники. Оказывается, недавно здесь появился новый туркомплекс Мара, так что тут можно даже покататься на горных лыжах. Очень постепенно, без крутых серпантинов, набираем высоту и переваливаем за отметку 2000 метров. Еще немного, и мы у нашей промежуточной цели. Ну вот мы и на перевале Гумбаши, Карачаево-Черкесская республика. И, как обычно, при подъезде сюда нет никаких указателей, ни с какой высотой, ни с названием перевала, собственно говоря, ни что это высочайшая точка.
Вообще никаких обозначений о том, что это какая-то достопримечательность. Хорошо, что у меня есть собственный высотомер, который нам замерил, ну, приблизительно, лучше всего доверять GPS, 2046 метров над уровнем моря. То есть мы сейчас выше 2 километров. Конечно, это уже не рекорд в этой поездке, но все равно приличная высота, и температура от 20-23, которые были в Кисловодске, она драматическим образом снизилась до плюс 10, всего лишь плюс 10 градусов, представляете? А у нас зато счастье, время всего лишь 15:46, и мы даже если здесь погуляем минут 40, мы все равно при свете дня должны добраться до нашей конечной точки. Пойдемте посмотрим, что здесь. Перевал Гумбаши – высочайшая точка на трассе Кисловодск-Карачаевск. Здесь есть неплохая смотровая с кафе и туалетом. Проходящая тут горная цепь называется Скалистый хребет с высочайшей вершиной Гумбаши высотой 2313 метров. А еще рядом находится гора необычной формы, чем-то напоминающая египетского сфинкса. Отсюда, так же как и со многих других смотровых, на которых мы недавно побывали, в ясную погоду прекрасно виден Эльбрус. По прямой до него здесь всего 50 километров, меньше, чем из Кисловодска. Но нам опять не везет, к чему мы уже привыкли. Хотя не теряем надежды все-таки однажды увидеть его вершины. Вот такие панорамы отсюда видны. Здесь сильный ветер. Ну, я так понимаю, здесь кафе, которое сейчас традиционно не работает, но там что-то продается. Есть туалет и есть оборудованная смотровая площадка, на которую мы сейчас с вами и проследуем. Вот, пожалуйста, продается мед. Можно даже дегустировать. А это что? А это ложечки. Ой, как красиво, Полина, смотри. Смотрите, как здесь все выложили, прям красотень. Когда-то был шашлык. Сейчас что-то как-то жизни нет. А так было бы здорово, если был бы теплый солнечный денек, достать термос, пирожок и перекусить. Так, одну кошку Полина загнала уже сюда и побежала гоняться за второй. Вот что человеку нужно. Какие ему нужны панорамы? Никакие панорамы не нужны. Мяу-мяу. И вторая мяу от тебя убежала, да? И вторая мяу убежала. А что же она-то? Она тебя боится. Она думает, что это такое? Кто это такой прибежал сюда? Поля, надо двигать дальше. Поля, ты сама как мяу уже. Холодно? Да. Пойдем в машину быстрее греться. Нет. Да, пойдем быстрее в машину греться. И такая дребедень каждый день, каждый день. Я такого эпичного туалета не видела со времен студенческого моего отдыха в Керчи. В общем, туда заходишь, там стоит горец, принимает 20 рублей. Я, короче, так бежала, что он сказал оплачивать тут, потому что я пыталась обогнать вот эти все автобусы. Ладно, я говорю, а там что, одна кабинка? Он говорит, нет, 5 кабинок. Я, короче, захожу за эту дверь, а там вот просто перегородочки так вот по пояс, короче, и 5 дырок без дверей. То есть, если ты сидишь первой, через тебя все идут. А поскольку, извиняюсь, как бы, когда ты в процессе, то вообще не видно, занято или свободно. Поэтому, пока ты сидишь, мимо тебя курсируют туда-сюда барышни и ищут свободную дырочку. Но дырочка – это вообще нечто особенное. Это не то, что, знаете, вот эти дачные, там, где ведерко стоит, или это. То есть, мне такое чувство, что мы куда-то вот прям в ущелье туда сразу. Все, течет, извиняюсь. И просто даже еще
Я даже не знаю, надо ли говорить или нет. Но это просто такая совокупность струй, потому что когда ты смотришь вниз, там со всех сторон, из мужского туалета и из женского. То есть там такой обзор потрясающий. Вообще незабываемое впечатление. Очень понравилось. Но главное, что можно потом помыть руки, смыть. Вот, отлично. Буквально на 150 метров ниже есть еще одна смотровая, куда мы тоже не преминули заглянуть. Отсюда открываются новые фантастические виды, совсем другие и ничуть не хуже, чем с первой смотровой. Красиво стелется серпантин, как на ладони лежит село Верхняя Мара, и еще более монументально с этой точки смотрится скалистый хребет. Следующие 20 минут мы спускаемся с Гумбаши к городу Карачаевск. По пути проезжаем несколько сел, раскинувшихся на живописных холмах. Дорога здесь по-прежнему не очень, но в целом чуть получше, а на одном из участков даже лежит относительно новый асфальт. В Карачаевске мы сворачиваем на юг. Город оказался очень опрятным, чистым и симпатичным. По крайней мере, такое впечатление он производит на главной улице. Ну и я думаю, что многие уже догадываются, что наш путь теперь лежит в Домбай, где нам предстоит провести еще несколько дней в горах. Очень качественная дорога пролегает по широким долинам вдоль реки Теберда, приток Кубани. Эта река дала имена и нескольким населенным пунктам по дороге. С их названиями тут не мудрили. Новая Теберда, Нижняя Теберда, Верхняя Теберда и, наконец, просто Теберда. В Теберде же начинается Тебердинский биосферный заповедник, и здесь же находится озеро Каракёль. Тогда как возраст большинства озер заповедника составляет от 200 до 1000 лет, Каракёль образовалась около 8-10 тысяч лет назад при отступлении древнего Тебердинского ледника. Ну и сразу за Тебердой начинается практически идеальная по качеству дорога, которая вскоре приводит нас в курортный поселок Домбай. В следующих видео мы будем изучать его и гулять по красивейшим местным горам. Поэтому обязательно оформляйте подписку на канал, если еще не сделали этого, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых серий. Выразить благодарность и поддержку нашему каналу и этому видео можно лайком, комментарием и репостом. А для желающих помочь каналу материально есть ссылка в описании. Ну а пока что все. Счастливо и до следующих видео.